В один теплый апрельский день в маленьком поселении на Камчатке жители обсуждали неожиданную новость. На берегу появился дикий белый медведь. Никто прежде не видел его в этих местах. Возник вопрос, как зверь оказался так далеко от привычных арктических льдов. Позже специалисты предположили, что во время охоты льдина, на которой находился медведь, откололась от материка. Течение унесло ее в открытое море. Вернуться назад хищник не смог. Вокруг была ледяная вода, а путь к суше оказался слишком опасным. Так началось вынужденное путешествие длиной в сотни километров. В итоге медведь оказался примерно в 700 километрах от родных мест. Добравшись до берега возле деревни, он был изможден и голоден. Климат казался непривычно теплым, добычи почти не было. Сначала зверь держался подальше от людей, ориентируясь на слух и осторожно изучая окрестности. Но голод и усталость сделали свое дело. Он приблизился к зданиям. Не зная, что перед ним сельский полицейский участок, медведь лег неподалеку, будто надеясь на помощь. Сотрудники быстро узнали о необычном госте. Двое полицейских, назовем их Майкл и Дэниел, осторожно подошли, стараясь не провоцировать зверя. Перед ними лежал крупный молодой белый медведь с раненой передней лапой. Он прижимал ее к телу и выглядел обессиленным. Стало ясно, без помощи он не выживет. Полицейские связались со специалистами по охране природы. Экологи прибыли оперативно, осмотрели животное и обработали травму. Медведю дали возможность отдохнуть и восстановиться. Жители начали приносить рыбу, однако ел он мало, тоска по родным льдам чувствовалась сильнее голода. Эксперты пришли к выводу: в условиях Камчатки у медведя почти нет шансов. Подобные случаи уже происходили. Иногда льдины с животными уносят далеко от арктической зоны, и большинство из них погибает. Но на этот раз люди решили действовать иначе. Руководитель региональной службы охраны природы, которого мы назовем Роберт Миллер, подтвердил, что единственный выход – вернуть зверя в естественную среду. Было принято решение организовать воздушную операцию. Губернатор региона, в тексте назовем его Эндрю Скотт, обратился к спасательным службам с просьбой выделить вертолет. Для перевозки изготовили прочную специальную клетку. Через 8 дней после появления медведя спасательная операция началась. Перед транспортировкой специалисты аккуратно усыпили его, чтобы снизить стресс во время полета. Консультант по дикой природе, назовем его Джеймс Уолтер, сообщил, что состояние животного стабильное. Медведя поместили в клетку и погрузили в вертолет Ми-8. Когда машина поднялась в воздух, жители деревни провожали ее аплодисментами. Однако полет оказался напряженным. Спустя некоторое время экипаж услышал шум, медведь проснулся раньше ожидаемого. На высоте и в замкнутом пространстве это могло стать серьезной угрозой. Пилоты и спасатели сохраняли спокойствие, избегая резких движений. Все понимали, если зверь начнет метаться, это поставит под угрозу миссию и безопасность экипажа. Но, к счастью, медведь вел себя спокойно. Он оставался в клетке и лишь настороженно наблюдал за людьми. Один из представителей правительства позже отметил, что животное было напугано шумом, но проявило удивительное спокойствие. Полет прошел успешно. В назначенной точке, уже в арктической зоне, вертолет приземлился. Клетку аккуратно открыли. Медведь на секунду замер, словно прислушиваясь к знакомым запахам и звукам. Затем он вышел и, не оглядываясь, направился в сторону бескрайних льдов. Операция завершилась удачно. Благодаря совместным усилиям полиции, экологов и спасателей молодой хищник вернулся в естественную среду обитания. История, начавшаяся с тревожной находки на берегу, закончилась возвращением домой, туда, где медведю и было предназначено жить.